Здрасте, дорогие зрители! Я продолжаю свой рассказ о подготовке Nissan 180 SX к гонкам серии Time Attack. И это вторая серия про замену крыши на карбоновую. Напомню, что новая крыша у меня весит чуть больше 2 килограмм. И в общем этой переделкой я планирую скинуть порядка 10 килограмм только на крыше, а еще скину на стеклах. И в общем это должно дать машине хорошее преимущество и в весе, и по балансу, потому что килограммы эти скидываются с самой верхней части автомобиля. Настал наконец-то этот ответственный момент, когда мы будем вклеивать крышу. Перед этим я все-таки решил привести в порядок остальной кузов. Напомню, снаружи машина уже была покрашена, все было приличное, потом наступила очередь подкапотного пространства, ну и, естественно, вот этот вот салон, он со всем этим делом диссонировал, и с такими делами, как там какие-то карбоновые крыши и так далее, все бы вообще смотрелось непонятно. Поэтому решено было все покрасить в тот же цвет, что у нас теперь под капотом, и после этого, естественно, будет уже вклеиваться крыша. Ну и машина хотя была разобрана, конечно, пришлось еще повозиться. Нужно было снять вообще остальное, прям все снять. Рулевую колонку, какие-то кронштейны, абсолютно всю проводку с кузова. Удалить остатки шумоизоляции, что самое сложное и неприятное. Потом пришлось снять бензобак, заднюю оптику, плюс отверстия, которые образовались, когда я высверливал крышу. Их необходимо было заварить. В общем-то, Тёма все сделал по красоте, заварил все отверстия. 2 дня вот на разборку ушло. Сейчас пацаны подготавливают все. Ну и я думаю, что сегодня или завтра уже все будет покрашено. Есть еще одна деталь, про которую стоит рассказать во всей этой переделке. С завода под люкатой крышей и под обычной есть отличие. Там есть усилитель. Если на люкатой крыше он такой коротенький, то на обычной крыше он вот такой вот большой. То есть это такая перемычка продольная, которая, соответственно, скрепляет и переднюю и заднюю половинку каркаса машины, ну, в смысле каркаса крыши, и, естественно, дает определенную жесткость, чтобы сама крыша не прогибалась в салон, потому что даже металлическую, ну, там легко будет, можно помять. Короче, вот такая вот железка, но я сделал карбоновый аналог. Вот такая вот прикольная штучка получилась. Ну, преимущество, как обычно, у всего карбонового перед стоковой деталью. Конечно, она легче в 3 раза. Конечно, она будет прочнее, потому что металлическая, ну, она достаточно мягкая. Вот ее даже руками можно вот так помять. С карбоновой такое дело не пройдет. Хотя, конечно, при желании, если дать на нее сильное усилие, ну, понятное дело, что ее можно сломать. Но, в общем, такая вот прикольная штука. Видно, конечно, будет ее только изнутри, если залезть, посмотреть на потолок. Но в любом случае, как бы приятно самому такую штуку иметь и знать, что есть тем более дополнительная жесткость. Она точно есть. Ну что, мы плавно подходим к установке крыши и начнем мы с усилителя. Деталь небольшая, попроще, конечно, чем крыша, поэтому на ней мы разомнемся. Для этого нам понадобится специальный клей. Это двухкомпонентный полиуретановый клей конструкционный. Потом для него пистолет, но у меня двухтрубного такого не нашлось пистолета, поэтому я изобрел из 2 один. И различные всякие зажимы для фиксации деталей на машине. Затея не должна быть очень сложной, поэтому погнали. Важный момент перед вклейкой: нам нужно обработать поверхности каким-нибудь абразивом, чтобы была хорошая адгезия у клея между металлом и карбоном. Делать мы это будем наждачкой, в общем-то 60-я, 80-я, может быть даже и 120-я где-то сгодится. То есть, ну, 120-я пойдет у нас на углепластиковую деталь, а здесь мы обработаем 80-кой.
Прежде чем вклеить деталь, нам нужно ее правильно спозиционировать, потому что места здесь относительно плоские, она может съехать вправо или влево. Для ориентации мы используем точки крепления родного усилителя, которые мы высверлили. То есть здесь есть такие бирочки с одной и с другой стороны. Деталь как раз туда четко попадает. Фиксируем ее зажимами и смотрим, как оно все встает. Сейчас я еще раз проверю, чтобы все было четко, все померю. И потом нанесу клеевой состав и зафиксирую деталь на месте. Так, ну что, усилитель у нас установлен, вклеен. Остатки клея были обрезаны и зачищены. Чуть-чуть я здесь подкрасил, чтобы сильно в глаза это не бросалось. Стоит все четко, классно. Я, в принципе, доволен. Поэтому схема отработана. Сейчас буду вклеивать крышу. Так же, как с усилителем. Готовим сначала здесь поверхность. Что касается клея, он у нас будет идти, естественно, по периметру. И вот здесь вот есть такие заводские места. Я их уже маленько подготовил, в которых был герметик. Я его оттуда удалил. И также туда мы сделаем капельки нового клея, чтобы это все дело зафиксировалось еще дополнительно. Потом есть еще такой моментик, что крыша карбоновая, она немножко толще все равно, чем заводской металл. Поэтому, особенно в местах перегибов, вот типа вот в таких вот, где на 90-градусные углы, там, естественно, толщина материала еще там может быть на полмиллиметра толще. Здесь это оказывается критично, и прилегание, получается такое недостаточно, я бы сказал, плотное. Поэтому сейчас на готовой крыше мы тоже немножко эти места доработаем, чтобы прилегание было прям идеальным. По усилителю здесь тоже крыша с ним соприкасается, но не вплотную. Даже на заводской установке между крышей и этим усилителем есть небольшой зазор. Можно сказать, что оно как бы немножко демпфирует, амортизирует. Скреплять их нужно в любом случае, потому что продольные вот эти вот движения, движение кузова в первую очередь, ужасные вещи, кузов весь играет и двигается на заводских сварках, на заводских точках, и это нормально для любой машины. То есть, чтобы это движение минимизировать, и вот здесь вот тоже были точки крепления. Ну что, хорош языком чесать, надо готовить поверхность и вклеивать крышу. Вот так уже я очень долго этого жду. Итак, вот про вот эти места я говорил. Вот здесь вот небольшое было наслоение материала, которое давало не очень плотное прилегание. Здесь вот тоже чуть-чуть доработал. Сейчас нужно сделать примерочку еще одну и все поймем. Ну что, все четко. Крыша готова полностью к вклейке. Сейчас буду наносить клеевой состав и потом прижимать ее за специальными зажимами. Единственное, что нужно сделать какие-то прокладки между лицевой стороной крыши и этими зажимами, потому что зажимы металлические. Если прям на лакированную крышу их прижать, то, естественно, лакокрасочное покрытие наше будет испорчено. То есть небольшие меры предосторожности по эстетической составляющей. И все, будем готовы. Еще одна простая, но полезная штука — это малярный скотч. После того, как я заклеиваю крышу, чтобы на нее не попал лишний клей, который, очевидно, естественно, неизбежно, он будет выдавлен отсюда, когда мы прижмем ее. Но еще я защитил также им
кузов, чтобы нам с кузова потом с видных мест тоже этот клей пришлось удалять поменьше. Прикрутил, зафиксировал. Вот такой вот восставший из ада у нас получился. По нюансам, наверное, нечего особо говорить. Единственное, что прилегание получается не совсем равномерным. Вот в этих вот местах и с задней стороны в аналогичной поперечной панели, потому что они очень мягкие, очень хлипкие, и они в принципе уже вот такие вот от времени, от монтажа, демонтажа. Там, конечно, поэтому гораздо больше у нас затяжек. На сутки минимум это нужно оставить. Ну что, у нас прошло некоторое время после вклейки, но вынужден признать, что не все прошло на 100% гладко. К сожалению, в связи с нюансами нанесения клея у меня случился локальный непромес, так называемый, то есть клей двухкомпонентный, и недостаточно компоненты между собой были перемешаны. Был нанесен вот в этом вот сегменте только один компонент. Но ошибка не фатальная, в принципе, я сделал новый замес. И локально вот это место еще раз проклеил. То есть здесь образовалась такая щель, я ее раздвинул и нанес туда еще некоторое количество клея. Также скрепил все струбцинами. Ну и вот сейчас уже время прошло. Я думаю, можно все вскрывать. Здесь уже все нормально. В любом случае, вот эта часть будет накрыта стеклом. Стекло будет дополнительно вклеиваться на герметик. Здесь будет по каемке уплотнительная резинка, как на всех машинах, поэтому я думаю, что нигде этот маленький косячок нам не аукнется. А что касается остальных моментов по крыше, я доволен результатом. Все получилось четко, везде все ровно, все равномерно приклеено. Я даже не знаю, что тут еще сказать. Теперь надо собирать дальше, вклеивать стекла и так далее. Ну и, конечно, стоит сказать несколько слов про каркас безопасности, потому что по нему было очень много вопросов. Остаюсь я пока на болтовом каркасе. Конечно, охота в варной каркас, это будет правильно, он этой машине даже, наверное, необходим. Но пока остаюсь на болтовом в силу соображений, во-первых, бюджета, во-вторых, экономлю вес, потому что мотор у меня, откровенно говоря, пока еще стоковый и мощности у меня не так уж и много. А что касается переживаний после установки крыши за жесткость кузова, за безопасность, то скажу так, что после вскрытия и посмотрев, как там все устроено, вообще никаких сомнений у меня нет, что решение правильное. И к карбоновой крыше у меня доверие даже побольше, чем к металлической. Так что, друзья, поддержите подпиской, поддержите лайком. Следующая серия будет про новое массивное большое заднее антикрыло, которое я сейчас разрабатываю с нуля, со всеми креплениями и со всеми усилениями, сделанное под мою машину. Так что будет интересно, обязательно дождитесь новую серию. И всем до свидания, спасибо за внимание.